Друзья, всем огромный привет! Я очень рад видеть вас на своем канале. Итак, сегодня на дворе у нас 24 апреля 2026. Стоит замечательнейшая погода. Вот просто вот полюбуйтесь, а! Вот я нахожусь вот в своем райском саду. И, значит, и после того, как я сейчас немножечко здесь приберусь, хочу подстричь траву. Вот, уже приготовил вот. Значит, наведу быстренько сейчас порядок, и мы, значит, и покажу вам небольшие обновления, да. Я, значит, купил себе новую палатку. Вот она. Вот. Я еще ее не открывал. Вот сейчас хочу как раз, чтобы все было здесь чистенько, и мы ее поставим. Посмотрим, как она выглядит, поговорим об этом, почему я это сделал. Да, поговорим немного о резине. Есть кое-какие мысли вот насчет резины. И, значит, да, вот до начала моего мотопутешествия остается 27 дней, 20 часов с этого момента. Вообще, ребята, посмотрите на эту чудную красоту просто. А? Это просто обалдеть. Это цветут яблони. Там вот дикая черемуха цветет. Такой запах просто потрясающий. Да, еще вот, значит, я тестирую новый микрофон. Я взял, интересно, как он будет работать, вот хорошо посмотреть. Тут, очевидно, птенчики завелись. Вот они чирикают. Красота. А? Да, еще хотел спросить, как вам? Заметно, что я стал на год старее? Или не очень? Короче, я сейчас вот скошу и посмотрю, заметно это будет или нет по сравнению с прошлым годом. Вот, все, я закончил. Значит, так все выглядит. Вот, что вам сказать насчет того, что постарел я на 1 год или нет. Вот, я, наверное, сильно торопился, чтобы посмотреть скорее палатку новую. Время уже мало остается. Думаю, посмотреть надо. Косил. Ну, не знаю. Не 25, конечно, но вроде бы еще ничего. Пойдет. На год хватит, и ладно. Поставлю, наверное, я мангал. У меня там есть немножечко чевапчичей. Так, значит, по резине. Я купил резину. Сейчас вам покажу. Ну, я уже об этом говорил. Вот она. ТКЦ 70. Да? Континенталь ТКЦ 70. Вот комплект. Перед, зад. Вот, я ее привез. Думаю, это самое. Потом как-нибудь приеду и перебортую. Я думал, в общем, на днях приеду и, в общем, перебортую вот эту новую резину, поставлю и поеду, да. Такой был план. Но моя старая резина, прошлогодняя, да, которая стоит на мотоцикле, она еще, в общем-то, неплохая, да. И я так подумал, надо как-то это самое, сколько, думаю, она прошла реально километров. И, кстати, очень хорошо, что я делаю вот эти, в начале говорю дату, да, в начале видео говорю дату, и в конце стараюсь всегда, значит, записать актуальный километраж на момент записи этого видео, да, на момент записи видео. И я, короче, я не веду статистику какую-то, не помню, сколько было километров, когда я ее поставил, вот, в прошлом году. Вот, и потом думаю, у меня должно быть видео, по-моему, когда я ставил, и посмотрю, думаю. И я действительно посмотрел свое видео, значит, это было в мае месяце, вот, по-моему, 10 мая, прошлый год, и пробег был... Короче, она прошла 11 тысяч, ну, 10 700, 10 800 на сегодняшний день, да, вот, я замерил глубину профиля, вот, сейчас вам, я замерил, короче, в гараже глубину профиля, и вот она, короче, 5 миллиметров, даже здесь чуть-чуть больше 5 миллиметров, 5,5, да, если точно, ну, пускай 5 миллиметров.
глубина профиля того, да, старого. Сейчас замерил новый 10 миллиметров. То есть получилось за 11 тысяч, ну 10 округлим, 10 тысяч 5 миллиметров я, короче, стер. Получается, у меня еще остается, если, ну, грубо говоря, 1,5 миллиметра оставить, да. Вот, то есть получается, если 10 тысяч 5 миллиметров, получается, что 1 миллиметр в 2000, да. Вот, общий пробег моего путешествия, которое состоит, я тоже так прикинул, ну, грубо прикинул, ну, я думаю, не больше 7,5 тысяч. Где-то 7-7,5 тысяч. Если износ составлял, значит, 1 миллиметр на 2000, то получается, значит, 7 тысяч, да, разделить на 2, 3,5 миллиметра будет износ. Ровно до вот этого минимума. То есть, если я, короче говоря, если я поеду сейчас на старой резине, 7 тысяч я проеду, и у меня останется там, ну, 1,5 миллиметра, короче, даже еще запаса, да. Поэтому, делая вот такие расчеты, я так подумал, что, короче, я не буду ставить эту новую резину и докатаю ее, короче, до нуля. Даже если пускай она износится чуть-чуть быстрее, ну, приеду уже на лысой резине, получается, да. Ну, короче, ну и как раз. Мало того, что мы едем, тем более в компании, да, это когда один едешь, то, понятно, желательно, чтобы, вот. Да, и дело даже не в этом, а дело в том, что я сейчас ее сниму, 5 миллиметров эти остались, и у меня уже было 2 или 3 резины валялось, я их переставлял, опять ставил там, еще там 1000-2 поездишь, 1,5, короче, опять в поход, опять ее снимаешь, ставишь эту старую, короче, вот, поэтому надо ее докатать, и все будет, короче, нормально. Я думаю, что это правильное решение, на мой взгляд. Итак, ребята, подкрепился, теперь переходим к самому главному, к палатке. Вот смотрим. Видите? Это двухместная палатка. И это двухместная палатка. Но видите, какая разница? Более того, я сейчас специально посмотрел, думаю, какой же размер указан вот в описании, да, этой палатки. Вот, значит, в описании указано, что вот эта палатка моя, размер ее 43 на 17. 43 на 17, вот так. А эта палатка 39 на 13, да, вот. 43 и 39, разница всего в 4 миллиметра, в 4 сантиметра, но тут не 4. Окей, если я ее сейчас вот так вот даже сдавлю, да, вот так вот сдавлю, сейчас мы замерим в реальности сколько это. Вот, да, получается 43, вот где 43, вот. Это, ё-моё, сдавить надо. Если я ее даже сдавлю, если я ее сверну по-другому, она немножко раздастся, тогда она будет толще. А здесь получается у нас сколько? Сейчас уже где-то 18-19 сантиметров. Так что, короче, не знаю, как они так указывают, но... О, не сломать стол. Ну вот, сами видите, да? Вот, и это. Вот. Так как тут свежескошенная трава, я решил эту подложить. Посмотрим, что из этого получится. Кстати, для нее специально идет тоже вот это боденпляны. Специально для этой палатки я закажу. Вот, свою палатку я ставить не буду. У меня есть на канале обзор. А мы сейчас посмотрим вот эту. Ну что, открываем. У нее классные такие эти. Вот это мне нравится.
Сразу могу сказать. Застежечки такие классные. Так. Ого. Инструкция. Вот, собственно, и палаточка. Колышки шикарные, надо сказать. Я только что недавно купил такие. Так, это для ремонта. Специально покупал вот такие. Вот. Легкие и очень прочные, из профиля алюминиевого. Так, ну и там веревки. Так, поэтому сейчас пока. Да, тоже сюда. Ладно, потом берем. Так. Алюминий. Это классно. Вооружился двумя камерами, чтобы было лучше видно. Вот, поэтому вот так. Вот эти вот цветные золотые штанги совмещаются вот с этими вот тоже золотыми. Сюда. Вторая. Сюда. Черные получается с черными. Сюда. Сюда. Вот и все. Практически все. Хоп-хоп. Вот видите. И тут получается делаем так. А, здесь такие эти петельки, чтобы удобно было. Ну-ка. А, да, точно, вот. Оп. И смотри, а. Все предусмотрено. Ох, нифига себе. Ну круто, а, ребята? Так, ну и теперь тент. Здесь, очевидно, тоже, наверное, по цветам, я так думаю. Да, это вот здесь. И теперь... Значит, что хотел показать. Смотрим, как сделаны вот эти дверки. Здесь, допустим, когда идет дождь, здесь все мокро. Здесь капли так бегут. И чтобы тебе открыть дверь, ты вот так открываешь, и она вот сворачивается. То есть она здесь вот привязана. То есть ты можешь это отвязать, она просто будет вниз. А так она сюда вот, вода будет вся стекать. Вот, открыл. Да? Здесь так скрутил. Здесь такая защелочка. Маленькие такие прищепочки. Да? Вот, раз. Второе, вот этот такой карман, да, сюда можно поставить, продукты положить. Он пристегивается вот здесь, вот сюда вот. Вот. Здесь можно еще колышек сюда растянуть. Идеально. Вот, видите? Получается такая это. Просто очень круто. Замочки так работают классно вообще. У меня на той палатке они так очень туго ходили. Так, ну теперь заходим внутрь. О! Ё-моё! Мне принципиально нравится.
высоко. Вот, да, карман один, карман второй. Тут натянуто. Вот здесь, видите, еще один карман. Здесь еще, они такие сеточкой прозрачные, вот, чтобы сюда не выпало, не выкатилось. Очень классно. Очень классно. Оп. Получается два входа. Один, второй. Ставить можно ее как удобно. И место, она вот такая квадратная получается. Место завались, ё-моё. И она высокая. Вот это здорово. Это здорово. Очень классно. Просто мне очень нравится. Вот эти карманы. Классно. Всегда здесь сюда можно поставить что-то, да. Такие вентиляционные. Да, получается. Ах ты, вон как сделано. Да. Здесь открыто. Вот, получается, с той стороны тоже. Чтобы продувался потолок. Это закрыто. И вот так. Тут он водонепроницаемый, а здесь вот, ну, здорово. А, вон как даже сделано. Если сюда ветер будет дуть, вот здесь такой этот буртик. Ага. Продумано, слушай, а. Здорово. Вот, если у меня вот эта палатка, да, она туннельного типа, то это получается она такая вот, такой, ну, как квадрат. По сути, значит, стоит она без колышек, да. Вот два колышка я сейчас вот воткнул, это только вот для этих, значит, вот. Если мы сейчас, допустим, уберем, вот, да, и скажем вот так. Это может быть не очень так красиво, но есть возможность поставить палатку без колышек. Допустим, там у меня был один момент, когда я на асфальте, там асфальтированная такая площадка была, и мне пришлось вот эту мою ставить на этом асфальте. Она, короче, она без колышек вообще не стоит. И там надо как минимум 6 штук, иначе она просто падает. А это уже будет стоять, да? Вот, два колышка, ну и здесь вот, видите, здесь можно просто растянуть. Там в комплекте идут такие веревочки, натягиваются, и все. Друзья, сказать вам ответ на самый главный вопрос, да? Зачем я ее купил? В прошлом видео вот я как раз говорил о том, что у меня за последние там несколько лет довольно сильно изменилось мое мировоззрение и восприятие нашего мира. И так как мировоззрение изменилось, то мне очень стало не хватать именно воззрения на этот мир. О чем я говорю? А вот о чем. Вот так. А? Как вам? Вот этого мне не хватало. Что можно вот так поставить ее и наблюдать за небом. За звездным небом, за утренним небом и вообще за этим миром, замечательным, чудесным миром. Вот даже сейчас, представьте, вот они, пчелки, да, летают. Понимаете? То есть ты едешь, все, приехал, палатку поставил, лег где-то в красивом очень месте, замечательном. Вот так лежишь и смотришь. Это же просто обалденно, а? Понимаете? Вот. Именно об этом я подумал. Вот. Именно это вот сподвигло меня купить палатку. Это первая, важнейшая и, в общем-то, ну, как бы основная причина, почему я это сделал. А вторая, это вот этот пакет, маленький пакет, да, то есть, ну, в собранном состоянии. Теперь у меня действительно, то есть, две основных причины, это габариты и, конечно, вот возможность вот в таком виде переночевать, да. Ну, естественно, если позволит погода и так далее, обстоятельства. Вот и получается, что в моей палатке когда-то я считал это преимуществом. Ну, оно в некоторой степени есть
преимущество, когда ты, допустим, под дождем ставишь палатку, раскатал, раз дуги воткнул, раз натянул, и она внутри сухо, все, ни одна капля не попадает внутрь, да. Здесь, если конкретный дождь, да, под дождем, например, ставить, ну, пока я здесь вот это растяну, туда уже дождь накапает, да. Вот. Но я могу сказать, что за все мои вот эти 8 лет у меня эта палатка, 9-й, один раз я только ставил под дождем. Один раз. Ну и то дождь был такой, как бы, не особо. Вот один раз я ставил под дождем в Греции там. Все, остальные разы это преимущество, оно было как бы и не преимуществом. Вот. Так что, вот, а опять же еще второе, это то, что вот ее объем, да, вот она вот такая вот. Да, еще один недостаток вот моей палатки был, это то, что у нее выход в правую сторону, да, вот, ну, если ее вот так ставишь, то выход только вправо, да. Если тебе нужно влево, ты должен ее разворачивать. Ну, не всегда позволяет как бы вот удобно. Тебе надо всегда подумать, так, сюда, там, допустим, уклон где-то на косогоре ставишь, ты же не будешь вниз головой спать, да, поэтому ты стараешься ее поставить, чтобы вверх головой спать. А если вверх головой ставишь, то у тебя выход только в одну сторону получается, в другую ты не можешь уже выйти. Вот, там были такие моменты у меня, что как бы, ну, не всегда удобно было ее из-за этого вот. А здесь как угодно. Так можно, так, можно так. 2 входа, 2 выхода. Вот, замечательно. Так что, ну, палатка действительно очень качественно, все сделано очень добротно. Я еще куплю вот это Боден пляны. Она специально есть именно под эту палатку. Она цепляется к этим, получается, крючочкам. И все. И по сути палатке необходимо 2 колышка всего, чтобы вот эти растянуть. Так, друзья, ну вот, вроде бы и все на сегодня. Я сейчас вот смотрю, да, вот эта палатка, да, смотрится просто монстром против вот этой, да. Вот, хотя внутреннее пространство у той даже, наверное, больше. Ну, допустим, такое же, да. Но единственное, да, что вот у моей, вот у этой Робинс, у нее есть вот этот предбанник. Предбанник, конечно, тоже классно. Потому что раз сеточку там открыл туда, сложил, я стул туда, вечером вот сижу вот так, да, допустим, там где-то любуюсь. И потом как идти спать, открыл, все туда скидал, прям стул не разбирая, ничего, там места много, раз, застегнулся и все. Вот. Предбанник вот этот, конечно, с одной стороны полезно, но в реальной жизни посмотрим, что он из себя представляет. Но мне очень понравилось, и меньше объем, и вот эта сетка, и, короче, все сделано очень так, прям, очень классно. Поэтому вот так. Да, я еще купил новый микрофон. Все-таки я решил еще потестировать. Вот, должны сегодня были прийти, там кабель, туда-сюда. Попробую еще раз переложить там все в шлеме, все заново и протестировать. Если будет звук немножечко еще лучше, то будет классно. Вот, это надо будет сделать. И потом, значит, что еще? Резину балансировку я хочу сделать, заменить охлаждающую жидкость и воздушные фильтры. Вот. Вот, поэтому вот ближайшее видео будет какое-то из этих. Вот, мне еще предстоит машину мою сделать, Мерса вот этого. Короче, там, я готовлю сейчас к ремонту и сам буду делать. Тут съездил в Веркштадт, они все посмотрели, сказали мне причину. Говорю, так причину я и так знаю все это самое. Вы, говорю, можете сделать? Не, это надо в Мерседес ехать, это вот комплицир, цуфиль, арбайт там и туда-сюда. Короче, я посмотрел все внимательно, сам сделаю потихоньку в гараже. Так, ну ладно, это... Вот, поэтому, друзья, все, на этом видео заканчиваю, прощаюсь с вами. Поэтому желаю всем счастья, любви, добра, благополучия и всем пока.